все пределы. Только у Алисы нет планшета. Как в рот не брать? Бухло, да, самое главное. Очень удобно, тут прям порции салата будут в таких штучках. Ты просто берешь и ставишь на тарелку. Вот такой он, этот маленький городок Кальпы в межсезонье. Позади меня это гора Ифач, на которую мы сейчас планируем наш подъем. Вот там в море уже видно, как идет дождь из-за вот этой тучи. Мы наконец-то поднялись на самую верхнюю точку горы, и отсюда открывается прекрасный вид. Ради этого вида оно того стоило, этот подъем, однозначно. Бухло, да, самое главное. Меня, кстати, постригли. Все уже заметили. Кто это? Обезьяна. Слоник. Я очень боюсь летать с детьми. Да, представьте, несмотря на то, что очень большое количество времени в году я провожу в небе. Особенно ненавижу взлеты в такой туман, как сейчас. Ночные перелеты и посадки в непогоду, дождь или грозу. Посадки самолета — это вообще для меня отдельная тема. Мои уши очень плохо переносят это. Через несколько минут наш самолет приземлится в красивом испанском городе Аликанте, а уже из него на автобусе мы отправимся дальше по побережью Коста-Бланки в маленький приморский городок, который называется Кальпе. Вот кусочек набережной Аликанте, она очень красивая, возможно, мы еще сюда вернемся на днях уже на машине. Пока мы ехали с аэропорта, уже стемнело, 1,5 часа мы были в дороге, и вот наш отель. Идем заселяться в номера. У нас 2 номера разных. Я буду просить, чтобы они были рядышком. На разных этажах. Пойдем. Я зашла в детский номер. Здесь будут жить Ася с Таей. Покажите, что у вас есть. Кровать. Вот так. Балкон у нас есть. О, большой очень балкон. А наш номер точно такой же, идентичный с Геной и с Алисой, он рядышком. Что, балкон закрыт? Идем посмотрим, что с балкона видно. Открыть балкон. Сейчас. У нас в номере есть 2 кровати соединенные, вот такой вот диванчик и столик, собственно говоря. Алиса, выходи. Олесь, тут высоко очень. Высоко-то. Высоко-высоко. 11 этаж у нас. Сегодня темно не видно, я вам завтра покажу красоту с этого балкона. А я вам покажу сейчас наш номер и покажу, какую для Алисы поставили классную кроватку. Не детскую, как обычно мы привыкли, а прям взрослую такую крутую. Смотри, Дотя, ты будешь спать на этой кроватке. Не хочешь? Не впечатлила ее кровать. Дома? Она домой хочет, говорит домой. Устала она сегодня. А вид с номера террасу. Выход на балкон. Ага. Сейчас. Оба. У нас точно такой же идентичный балкон, как у Аси и Таи. И вид на гору Ифач, но ее сегодня не видно, потому что темно. Очень удобно, что есть в номере чайник. Алисе мы постоянно что-то подогреваем. Вот кофе, чай, все бесплатно. Санузел очень просторный и большой. И вот там вот душ. Все, сейчас идем ужинать и будем отдыхать. Устали мы сегодня. Тут очень удобно, тут прям порции салата будут в таких штучках. Ты просто берешь и ставишь на тарелку.
Алиса самая голодная. Сейчас, подожди, не тяни, бери помидорку. Мама сейчас тебе даст все. Спрятала я эту картошку фри, она ее достает. Сейчас я тебе все дам. Всем доброе утро. Мы уже проснулись, вышли на балкон, а здесь только солнце встает. Тучи черные, страшные, небо затянуто. Мы сейчас пойдем позавтракаем и будем подниматься на гору. Вот на эту скалу Ифач мы будем сегодня подниматься. И наш отель тоже называется в честь нее, потому что он под ней. На входе в ресторан всем измеряют температуру. Всем приятного аппетита. Приятного. Алиса, ты будешь со мной кушать? Дай тебе грибочек. Да? Ну, фрукты, может быть, если они не холодные. Это уличный бассейн, но так как сейчас холодно, там уже никто не купается. Есть еще один бассейн, который находится внутри отеля, в помещении. Прямо рядом с уличным бассейном находится внутренний. И счастливо работает с 9 утра до 9 вечера. И там еще прямо рядом есть зал. вон выходят окна зала. Он, конечно, выглядит не так круто, как уличный. Вот такой он, этот маленький городок Кальпы в межсезонье. Позади меня это гора Ифач, на которую мы сейчас планируем наш подъем. Не знаю, дойдем мы до самой вершины или нет, но на какую-то смотровую площадку точно поднимемся. Скала Пиньон де Ифач – гранитный гигант, возвышающийся над городом. Эту гору хорошо видно из всех точек Кальпы, и она уже давно стала визитной карточкой всего побережья Кастабланки. В этом месте начало маршрута на гору Ифач. Здесь проходная, вход бесплатный. Маршрут весь можно разделить на 3 этапа. Первый – это будут пологие участки, дорожки, зеленая зона. Вообще это заповедник очень большой, в котором обитает очень большое количество редких птиц. Вот. Вторая зона – это будет туннель, проход через туннель, вдоль которого натянуты канаты. Сам пол в туннеле очень скользкий, потому что его вытоптали миллионы туристов за эти годы. Мы будем идти держать за канаты, чтобы не поскользнуться. И потом через некоторое время мы выйдем на какую-то смотровую площадку. До самого верха дойдем ли мы сегодня, мы не знаем, но мы попробуем. Пошли. Чайка захохотала нам вслед. Отсюда открывается красивый вид на маленький порт Кальпе. При входе в заповедник полный запрет на дроны. Хорошо, что мы его не взяли. Первая часть маршрута, по ней идти довольно легко, потому что она просто вымощена вот такой дорожкой и нет крутых подъемов. А дальше уже будет тяжелее. Вот здесь вот вы проходите через турникет. И также в этом месте есть информационный центр. Мы оставили здесь коляску, чтобы дальше ее не тащить. Даже Алиса здесь пока поднимается самостоятельно. Тут уже не так много ветра, как было снизу, его меньше тут. Пока мы просто идем, уже минут 15. Скоро должны дойти до начала туннеля. Здесь очень много смотровых площадок. С этой видно наш отель. Вот. А за ним озеро. В один из дней, когда будет солнечно, пойдем к озеру на прогулку тоже.
видно, как идет дождь из-за вот этой тучи. Я надеюсь, что мы его минуем, до нас он не дойдет. У нас привал. А вот виднеется туннель, который ведет на другую часть горы, на другую сторону горы. Эхо, и слышно, как через туннель идут люди. Вот-то под ноги смотрят. Поднимайся. Алиса, шагай. Мы идем в дом. Вот тут канат, точнее цепь, за которую можно держаться. А вот и конец. Туннель небольшой совсем по длине. Здесь, в этом месте, начинается третья часть маршрута. И она самая опасная, потому что ограждения нет, только с этой стороны цепь, за которую нужно придерживаться. Там не скользкие эти булыжники, и здесь обрывы. Алису будем только за руку. А вообще, там в начале детям до 18 лет сюда вход запрещен. Но никто это не контролирует, никто не проверяет. Так что мы спокойно прошли. Вперед! Мама, надо Алису с другой стороны, Гену, скажи взять, она идет возле обрыва со стороны. Вот народ идет потихонечку по этой тропинке. Узкая тропа, и разойтись с народом тяжело достаточно на ней. Тая, за цепь держишься. Цепь не отпускаешь, понятно? Ася тоже. На склонах горы расположен природный заповедник Natural Park of Piñón de Eiffage. На его территории произрастает множество видов редких растений и гнездятся птицы. Радуга. Дождь моросит. Здесь такой трэш. Но я кусочек вам покажу, потому что телефон вообще мы спрятали. Просто карабкаешься вверх, держась за цепь. Тая, подожди меня. У меня весь костюм в грязи. Неважно. Только что резко пошла стена дождя. Мы бежали, камни эти скользкие, еще в 2 раза опаснее с дождем здесь. Выше нас только чайки. Мы наконец-то поднялись на самую верхнюю точку горы. И отсюда открывается прекрасный вид. И Тая сказала, что для нее это был один из самых сложных подъемов. А я вообще, в принципе, не люблю подниматься на горы. Но так как я очень хотела попасть в эту страну, то мне, в принципе, было интересно подняться сюда. Я, кстати, маме даже нашла фотку с этого места, скинула и написала, что я хочу сюда забраться. Алиса готовится к фотосессии. Человек дошел наверх, лежит и расчесывается, вставать не хочет. Пойдешь ко мне? Надеть прическу к фотосессии, да, Дотя? Ради этого вида оно того стоило, этот подъем, однозначно. Но с детьми сюда не ходите, не повторяйте такое. И вот посмотрите, после всего этого дождя мы сейчас спускаемся вниз. Солнце, все тучи ушли, погода идеальная. Вот так. Устала. Сейчас Алиса пойдет в колясочку, в колясю. Смотри.
съешьте. Голодные чайки налетели. Здесь под нами Кальпа. Вот сейчас я смотрю на эту огромную скалу, и трудно поверить, что мы стояли под дождем на самой ее вершине. Детей оставили в номере. Сами вышли, идем в центр, хотим взять машину на прокат и уже вернемся в наш отель на машине. А здесь озеро. Красивое озеро и классные велосипедные дорожки. Я рядом иду, я не по дорожке. Ты чуть не сбили. Нет. Места гнездования розовых фламинго. Зашли с детьми в магазин. Тут конверсы есть. Да, такие, как Даррен Аси прислал. Я хочу их померить. Вот они. Мы прогулялись по центру города, вышли на набережную. С машиной еще ничего не решили, не можем найти свободную машину по вменяемой цене. Помочь тебе, Алис? Тут, конечно, площадки гораздо лучше, чем у нас. Красивая площадка. Она не перейдет на вторую часть. Опа! Бух! Кто в песок упал? Алиса, давай я поеду, Вот таким насыщенным был наш первый день в Испании. Кстати, мы все впервые в этой стране, и чтобы увидеть ее всю, нужно как минимум раз 6 еще сюда вернуться. Мы же за ближайшую неделю постараемся показать вам самые интересные места побережья Коста-Бланки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всем пока!